У меня губы грязные. Ну не сыпься ж ты, ну пожалуйста, ну весь макияж мне засрешь, а? Colourpop получил отменную порцию дерьма. Ой, ну Джейкоб, ну извини, я не в твоей команде. А что вот это такое? Сегодня мы будем тестировать новую коллекцию косметики Colourpop в коллаборации с Twilight. Да, это та самая косметика, вдохновленная сумерками, вампирами, оборотнями, мрачной эстетикой, ну и, конечно же, самим Эдвардом Калленом. Сегодня я расскажу о том, как мне пришлось биться за эту косметику и почему я не смогла ее заказать с первого раза, о скандалах, бойкотах, отмене бренда Colourpop, ну и, конечно же, сделаем несколько макияжей и проверим, насколько хороши эти продукты по качеству. Привет, вурдалаки! С вами Кровосите, я Гермис, и на моем канале много интересных и полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики. Проверяем коллаб Сумерки и Colourpop. Сумерки. Косметика для настоящих упырей. Эта коллекция высосала у меня не только деньги, но и кровь. Colourpop сделали все так, чтобы за эту коллекцию пришлось биться и бороться, как бабки за сахар во время ковида. Но об этом давайте чуть позже, а пока посмотрим, что же у нас здесь есть. В коллекцию вошли 3 масла для губ, 3 цветных лайнера, 2 сухих хайлайтера, еще один хайлайтер для тела, чтобы сделать кожу убийцы, ну и, конечно же, большая палетка теней. Дизайн просто фантастический, вот это правда безумно красиво, даже учитывая то, что я не особо фанат сумерек, но мне прям хочется все эти коробки оставить, красиво их поставить куда-нибудь на полочку, как коллекционные. Это просто отвал всего. Держать в руках безумно приятно, даже открывать не хочется, чтобы случайно не разочароваться. Вся эта коллекция обошлась мне в 10 тысяч рублей и в миллион потраченных нервных клеток. Но перед тем, как начать, поддержи мой канал лайком, подпиской и комментарием, чтобы помочь продвинуть мои ролики на просторах Ютуба. Коллаборация Twilight и Colourpop вышла в свет 11 января. Я слышала, что у Colourpop в день выхода коллекции нужно быть шустрым. Сразу же все очень быстро раскупают, поэтому я поставила себе будильник заранее. Зашла на сайт ровно минуту в минуту, как только вышла коллекция. И я видела, как на сайте сразу появлялись новые позиции, и я их сразу же закидывала себе в корзину. То есть это все заняло всего 2-3 минуты, и когда я уже зашла вводить свой адрес и номер карты, я поняла, что все, что уже лежало в моей корзине, было распродано. Это трэш, потому что я привыкла, что когда ты на сайте кладешь какой-то товар в корзину, он за тобой как бы автоматически бронируется, и никто у тебя из корзины его не достанет. Но у Colourpop другое видение ситуации, и пока ты вводишь свой адрес и номер карты, из твоей корзины товары могут спокойно перекочевать к кому-то другому, кто успеет их оплатить быстрее. Так что буквально через минуты 4 после того, как коллекция появилась на сайте, все уже было распродано. Я не успела ничего оплатить и купить, потому что был полный солдаут. Я была очень сильно зла, это действительно было обидно. И под постами Colourpop огромное количество таких же людей, как я, таких же лохов, писали гневные негативные комментарии, потому что, ну согласитесь, ну что это за бред? К тому же на сайте не было никаких лимитов, поэтому очень быстро присоединились перекупы, которые оптом заказывали эту косметику, чтобы потом перепродавать ее на разных сайтах в других странах. Лайк за клиентоориентированность. И за то, что обычные адекватные покупатели остались без нихуя. Зато офигенно наварились перекупы, которые потом в 3 раза дороже продавали эти коробки на eBay. Скорее всего, если бы я не была блогером и если бы я не заказывала эту коллекцию на обзор, причем не только себе, я бы уже послала Colourpop куда подальше и забила бы болт на эту идею. Если я хочу на что-то потратить деньги, я хочу, чтобы мне лизали жопу, а не чтобы я отменяла все свои дела, ставила будильники, освобождала бы свое время и под кого-то подстраивалась. Для меня это просто неуважение к покупателям и лишняя трата моего времени. Как бы я, конечно, все понимаю, но вы, конечно, извините, уважаемые Colourpop, если бы вы реально запускали качественную от и до косметику, если бы ваши палетки после полугода использования не превращались бы вот в такое дерьмо, если бы из них не вываливались рефилы, не разбирались бы зеркала, учитывая, что палетка даже не падала, если бы ваши кисти в первый месяц использования не трескались, а из карандашей для губ полностью не вываливался бы грифель. Объясните мне, что вот это такое, а? То я бы еще хоть как-то могла понять такие приколы, когда бренд набивает себе цену. Если вдруг вам интересен мой Angry обзор на основную линейку Colourpop, то с удовольствием могу его снять, потому что мне есть что сказать. Короче, я поспрашивала у знакомых, и мне сказали, что в принципе у Colourpop такая система. Они периодически по чуть-чуть выкладывают маленькие тиражи, а потом через какое-то время полностью выкладывают коллекцию на постоянку, и она у них там просто лежит, пылится годами, никто ее не покупает, на нее уже делают какие-то безумные скидки. Как, например, сейчас на сайте можно увидеть всякие коллекции типа Наруто. Поэтому сегодня у меня настроение немного подпорченное, и я буду очень сильно докапываться. Потому что если вы таким охеревшим способом продаете свою продукцию и набиваете себе цену, то я буду ждать максимально крутого качества. Не выебывайся.
Приступим к первому макияжу. Я уже нанесла на лицо тон, контуринг и консилер. К сожалению, коллекция сегодня небольшая, и кроме хайлайтеров никаких продуктов для лица у нас нет. Хотя мне бы хотелось увидеть какой-нибудь готичный серо-коричневый скульптор, может быть пару оттенков карандашей для глаз или холодных матовых помад. Но у нас здесь по сути кроме палетки одно сплошное баловство. Ну что, давайте приступим к хайлайтерам. И в коллекции Twilight есть два прессованных сухих хайлайтера в оттенках Mido и Vampire Skin. Это кожа убийцы, Белла! Очень прикольно, что упаковки даже изнутри красиво запечатаны. Правда, хайлайтер у меня попался почему-то открытый. Так, ну вроде до конца он закрывается, не знаю, что это было, ну ладно. У хайлайтера есть небольшой аромат, но по качеству я уже вижу знакомые старые добрые Colourpop. Как будто бы продукт не до конца хорошо спрессован. Здесь по краям видны излишки продукта, и мне кажется, что именно от этого их тени так быстро разваливаются и очень быстро бьются. Оттенок Mido с крупными розовыми блестками выглядит просто потрясающе. И у хайлайтера такая мягонькая текстура, и вы уже видите там след от моего пальца. И вот этот розовый оттенок выглядит просто потрясающе. Оттенок Vampire Skin более светлый, тоже с блестками. Но учитывая мой грустный опыт с вот такой однушкой теней, которая тоже когда-то была типа немного кремовая, мне кажется, что через какое-то время этот хайлайтер высохнет так же как тени и будет наноситься на кожу уже намного хуже. Вообще радует, что хайлайтеры в этой коллекции не базовые, не банальные, достаточно интересные и необычные. В принципе, оба этих оттенка мне понравились, но я думаю, что для первого макияжа подойдет все же больше вот этот фиолетово-розовый. Как-то у меня ощущение, что кисточкой он не особо хорошо наносится. Давайте я попробую пальцем. Да, пальцем прям другое дело. Очень красивое свечение. Под бровь еще можно нанести. Над верхней губой. И на подбородок. Выглядит просто потрясающе. Мне очень нравится. Это безумно красиво. Весь светишься. И круто, что когда я нанесла этот хайлайтер, в нем действительно видны все вот эти разные разноцветные блестки. И сразу приступим к макияжу глаз. Я хочу сделать идентичный макияж, но на разных глазах он будет в разных оттенках. Палетка упакована в очень красивую коробочку. И внутри не менее красивый дизайн. И эта палетка просто безумно приятная на ощупь. Это называется soft touch. Все блестит, переливается, реально прям цвета сумерек. Спасибо, что они не сделали сверху пластик, а сделали картон, потому что пластик у Colourpop очень хлипкий. А тут у меня хотя бы есть надежда, что такая палетка продержится у меня долго и будет выглядеть презентабельно. Внутри палетки вместо зеркала цитата и кадр из фильма «Сумерки». Здесь лежат сами Эдуард и Заибелла. Ну куда ж без них? По наполнению палетка мне показалась сначала весьма скучной. Но вживую для меня она уже намного интереснее, потому что я вижу достаточно большое количество интересных, небанальных, приглушенных оттенков. Ярких палеток у меня полно, но практически ничего подобного ни яркого, мрачного, атмосферного у меня еще нет. В палетке 15 оттенков, и здесь огромное разнообразие составов. Есть матовые тени, есть сатиновые, шиммерные, несколько оттенков блестящих хлопьев спарклов, и такое разнообразие не может не радовать. Оттенки между собой на вид сочетаются хорошо, и главное, чтобы не подвело качество. Потому что не успела я открыть палетку, и тут уже везде что-то начало куда-то сыпаться. Видно, как рефилы немного отстают по краям, и вот эти наши прекрасные герои фильма «Сумерки» уже все в блестках. Касаемо пигментации, просто на вид это 10 из 10, потрясающие оттенки, очень красивые сияшки, некоторые из них, например, зеленые, даже дуохромят. Вот эти вот два оттенка все же оказались прессованными глиттерами, но этот глиттер мелкодисперсный, мерцающий, там разные оттенки этих глиттеров собраны, и это выглядит на уровень выше, чем всякие вот эти обычные блестки в вазелине. Но несмотря на все это, важно посмотреть, как это все будет на глазах тушеваться, потому что не всегда у меня хорошо тушевались вот эти высокопигментированные тени от Colourpop. Но пока что за сводчи и наполнение палетки я бы поставила твердую 10. Ну что ж, давайте начнем макияж, и этот глаз будет в темно-зеленых холодных оттенках. Подложку никакую я сегодня использовать не буду, посмотрим, как эти тени работают сами по себе. Я нанесла просто легкий слой своего обычного консилера. Начну с темно-зеленого оттенка Impossible Fast. Затемним уголок глаза, немного оттушевывая к виску. Теперь более светлым зеленым оттенком 17. И давно тебе 17? Тушу границы в кожу, чтобы все было мягко и плавно. Так,
Оттенок достаточно пигментированный, главное с ним не переборщить. И теперь вот этот уголок затемняю темным сатиновым оттенком, чтобы добиться эффекта глубины. В принципе, вот этот темный оттенок достаточно неплохо тушуется. Я бы не сказала, что он какой-то супер плотный, но для растушевки и затемнения каких-то деталей это просто класс. Даже несмотря на то, что у него там в составе есть небольшое количество блесток. Например, вот в этой палетке от Colourpop у меня есть черные оттенки, которые в принципе хороши и они очень пигментированные, но сделать ими какую-то плавную тушевку в кожу практически невозможно. На середину века нанесу вот этот красивый доохромный зеленый оттенок Лев и Овечка. Почему-то я от него ожидала чего-то большего, как-то мне недостаточно этих блесток, вероятно, если нанести его на базу, то будет лучше, но с другой стороны он вполне хорошо наносится на другие тени. Конечно, это не что-то прям невероятное, но в принципе оттенок рабочего характера. И теперь спаркл или глиттер в оттенке Эдвард нанесу вот сюда, во внутренний уголок глаза. Вроде бы выглядит прикольно, но как-то я в этом оттенке разочарована. И как-то я надеялась, что на глазу это будет все смотреться намного лучше. Было бы прикольно, если бы это все же был не глиттер, а какой-нибудь спаркл. Кстати, любите ли вы «Сумерки» и все, что связано с этой вселенной? Скажу честно, я не особо прям фанат, потому что мне больше нравятся менее гламурные упыри. Как видите, я немного по олдскулу. Я небольшой фанат фильма, я смотрела только первые пару частей, но я читала книгу Стефани Майер, и книга мне очень зашла, она мне показалась безумно атмосферной, какой-то депрессивной. Кстати, я даже помню, как я ходила в кинотеатр на первую часть, и я пошла в последние дни, когда фильм был в прокате, и это было просто дико смешно, потому что там полный зал людей, которые этот фильм смотрели уже не первый раз, и они постоянно что-то угорали, кричали, шутили. Типа: «О, Эдвард, я хочу стать твоей Беллой, возьми меня!» И там школьницы в зале ругались, кто более секси, Эдвард или Джейкоб. А я такая сидела и думала: господи, что я здесь делаю? Сейчас «Сумерки» пользуются огромной популярностью, я не знаю, с чем это связано, но как будто в последние годы случился реюнион. Просто буквально пару дней назад у нас на станции видела девушку вот с такой сумкой. На вот этом глазу я возьму серо-голубой оттенок с каким-то сложным названием. Названия всех оттенков, кстати, тоже максимально связаны с «Сумерками», очень прикольный продуманный ход. Также нанесу его в уголок глаза и на нижнее веко. И теперь растушую его в кожу светло-голубым оттенком или светло-серым, ну короче оттенком с не менее сложным названием. Наверное, в плане тушевки этим теням я бы поставила 6 из 10, потому что приходится иногда запариться, приходится какие-то оттенки куда-то постоянно добавлять, что-то где-то подтушевывать. Может быть, это просто специфика таких приглушенных оттенков, потому что я их, например, не очень часто использую в макияже. Не скажу, что у меня прям большой опыт работы с ними, но с яркими тенями бывает намного проще работать. Кстати, вот этот светлый оттенок, которым я тушевала, он просто какой-то удивительный. Он очень сильно меняется в зависимости от освещения, то есть когда-то он кажется голубым, когда-то он кажется бело-серым. И мне это очень нравится, потому что ваш макияж при разном освещении будет выглядеть немного по-разному. На серединку века добавляю сиреневый оттенок The Callens. Кто они? Калины? Что-то пока что оттенок Калленс ведет себя как фекаленс. Сильно сыпется и вообще никак не хочет наноситься. Такое ощущение, что он слишком сухой, и было бы прикольно, если бы там была какая-то связующая составляющая. Например, как у нас была в хайлайтере, потому что очень тяжело его наносить. И если с зеленым у меня как-то получалось справляться, то сиреневый прям очень тяжело поддается и сыпется. Видимо, придется наносить его пальцем. Короче, вот эти вот два шиммерных оттенка, особо фиолетовые, мне в этой палетке не особо зашли. И я ждала от них намного большего, потому что, например, в палетке из последней коллекции от Beauty Bomb тоже есть доохромный зеленый и фиолетовый. Тоже они похожи по текстуре, но они прям намного ярче. Просто сравнить его с тем, что у меня сейчас палетка от Colourpop. По-моему, разница очевидна. Кстати, обзор на последнюю коллекцию Beauty Bomb на моем канале тоже был. А я буду продолжать мучиться с этим ужасным фиолетовым оттенком. Ну не сыпься ж ты, ну пожалуйста, ну весь макияж мне засрешь, а? Самое обидное, что именно с фиолетовым оттенком были очень прикольные макияжи на превью, когда только выпускалась эта коллекция, но сейчас это просто какой-то оттенок вообще ни о чем. И что-то я забыла добавить черный оттенок. Делаю все то же самое, что и с этой стороны.
Фиолетовые крошки у меня сейчас просто по всему лицу. Они как будто въелись в мой макияж и не хотят уходить. Но, в общем, типичный Colourpop. Какие-то оттенки невероятно круто наносятся и тушуются, а какие-то оттенки просто полный трэш. Блестки под названием Immortal нанесу во внутренний уголок глаза. На сводчах они мне показались самыми красивыми. Я уже вижу, что они могут жевать века, если наносить их прямо на всю поверхность полностью. И тут снова мне хочется использовать какой-то праймер или базу для глиттера, чтобы вся эта красота не сыпалась и ложилась более равномерно. В этой коллекции есть 3 цветных лайнера: красный, черный и зеленый. И все они с блестками. Очень качественный, красивый флакон, офигенная красивая печать. Выглядит стильно, дорого, богато. Лайнеры называются Coven, Vampire и Forever. Но мне не хватило отметок с цветом. Могли бы какую-нибудь полосочку добавить или наклейку цветную. И мне постоянно приходится открывать и смотреть, какой где там цвет. И я уже на это напоролась, пока готовилась к этому видео, когда продумывала свои макияжи. И каждую подводку я уже успела раз по 10 открыть в поисках нужного мне оттенка. Так они намного быстрее могут засохнуть. Давайте сделаем сводчи. Оу. Подводка неприятно пахнет, вернее, я бы даже сказала, что она резко воняет каким-то клеем. Красный лайнер у нас сатиновый дуохромный, темно-зеленый лайнер с зеленоватыми блестками и черный лайнер с серебряными блестками. Блестки ярко выраженные и заметные, выглядит это, конечно, очень залипательно, но у меня такое ощущение, что на сводчах подводка полупрозрачная, и я снова запуталась, какой из них черный. Может быть, вот этот? Нет, это зеленый. Черный, если что, в оттенке Coven. На конце лайнера самый обычный стандартный фетровый наконечник. И мне кажется, что такой объем подводки слишком маленький, по-моему, это смешно. Я, конечно, понимаю, что это такие оттенки не на каждый день, но все равно могли бы за такие бабки сделать нормальный объем. Подводка и правда полупрозрачная. Видимо, придется ее и правда наносить в несколько слоев. И почему-то эта подводка не водостойкая. В общем, если какая-то фанатка «Сумерек» купит эту коллекцию, сделает себе макияж с этой подводкой, а потом разрыдается под свою любимую часть «Сумерек», то вся эта подводка нахрен стечет, и выглядеть это будет, мягко говоря, не очень. Вот что это такое? Она просто еле наносится. Она вот действительно прозрачная. Где подводка, блин? Мне пришлось наносить лайнер в 3 или в 4 слоя, чтобы он хоть как-то лег. Действительно, он до сих пор какой-то полупрозрачный. Блестки, конечно, видны, выглядит классно, но... Вы, конечно, извините, но кто хочет ходить с плешивыми стрелками? С другой стороны, рисовать стрелки было очень просто и удобно. Конечно, хотелось бы в этой коллекции увидеть какие-нибудь прикольные матовые помады, но, к сожалению, у нас есть только масла для губ. Но зато выглядят масла просто фантастически. У нас есть 3 команды: Team Edward, Team Jacob и Bella. А на какой стороне ты? Вампир, оборотень или батин пикап? Внутри, конечно, это просто что-то с чем-то. Безумно красиво выглядят все 3 оттенка. Team Jacob — это черное масло для губ с россыпью серебряных блесток. Очень похоже на вот этот блестящий лайнер, который у нас был. Bella — это масло для губ в кроваво-красном оттенке. И оттенок Эдвард — это просто отвал жопы. Глубокий темный синий оттенок, тоже с огромным количеством разных блесток. Вот так оттенки выглядят на коже. Разумеется, так как это масло, это что-то полупрозрачное, и в принципе я не ожидала чего-то сверх. Хотя помимо масел я была бы в полнейшем восторге, если бы в этой коллекции были такие же матовые блестящие помады. Потому что за такой темно-синий оттенок стойкой яркой помады я была бы точно готова бороться. К сожалению, большого количества блесток на сводчах я тоже не вижу. Темные оттенки могут сделать губы еще меньше и еще больше подчеркнуть их неровность. Нанесу сначала голубое масло Эдварда на свои губы. Из-за сине-голубого пигмента в составе мои губы стали выглядеть более холодными. Конечно, неожиданно, мне прям очень нравится. Блестки есть, но практически незаметные. Белла, скажи, ты знаешь, кто я? Я знаю, кто ты. Скажи. На губах масло тоже ощущается кайфово, а нету какого-то непонятного привкуса, который часто бывает у масел. Посмотрим, что нам предложит Джейкоб. Танцем. Их вильних.
Ой, ну Джейкоб, ну извини, я не в твоей команде. Что скажете, по-моему, как-то выглядит не особо круто. Ну, даже не знаю, синий мне понравился намного больше, он создавал такой эффект замороженных губ, но черный цвет очень сильно подчеркнул кривизну моих губ, сделал их визуально действительно меньше, хотя, в принципе, на камере тоже это выглядит интересно, но не мое. Такое ощущение, что у меня губы грязные. В общем, с темным оттенком мне только остается позавидовать обладателям красивых больших губ, потому что, вероятно, только на них это будет смотреться сносно. Мне пришла идея сделать прикольный черный леопард, так что я возьму маленькую плоскую кисточку и темным цветом из палетки аккуратно обведу контур губ. Это сделает губы ровнее, контур четче и придаст им немного объема. Теперь я хочу добавить еще пару линий подводкой. И теперь осталось на все губы нанести масло и надеяться, что подводка и контур не потекут. По-моему, получилось очень прикольно, и тараканьи усики даже в тему. Кстати, объем у масла очень добротный, и продукта внутри действительно много. Вот такой потрясающий макияж у меня получился, как вам? Мне безумно нравится, как это выглядит, в принципе, по качеству продукты более-менее хорошие, но я думаю, что стоит проверять еще, потому что некоторые вещи мне определенно непонятны, и к тому же у нас осталось много всего, что мы еще не затестили. Второй макияж я буду делать с красно-зелеными стрелками, и он будет в коричнево-золотых оттенках. Потому что в этой палетке очень много красивых золотистых сияшек, которые мы еще не пробовали. Но перед тем, как перейти к макияжу, я расскажу вам о том, как Colourpop получил отменную порцию дерьма от фанатов «Сумерек» и почему многие решили отменить этот бренд. Лен, отмену сделай! В одном из своих постов с анонсом того, что коллекция распродана, среди прочих эмодзи Colourpop поставили эмодзи крысы. Казалось бы, а что не так? Честно, у меня просто мозг сломался, когда я изучала этот вопрос. Ну короче, здесь племя квиллетов, о которой упоминалось в саге у Стефани Майер. Но по факту это реально индейское племя, которое до сих пор действительно существует. И у этого племени ходят легенды, что они произошли от волков, поэтому, собственно, оборотни. Но после упоминания в книгах и в фильмах люди узнали об этом племени, ну в смысле прознали о реальном племени. И многие люди начали вторгаться в жизнь этого племени, гонять туда на экскурсии. И у этого племени появились свои защитники, и как раз их символ — это крыса. Вообще не понимаю, при чем тут крыса, потому что вроде как квиллеты произошли от волков, и где тут вообще логика, но это не важно. Важно то, что в очередной раз в Америке снова решили кого-то отменить. Поэтому после того, как люди увидели стикер с крысой, они начали писать огромное количество гневных комментариев, что как бы Colourpop хайпует на этом племени, и они должны донатить этому племени после того, как они выпустили свою косметику. Если кто-то шарит подробнее про эту ситуацию, я с удовольствием выслушаю вас в комментариях, потому что это то, как я поняла проблему. Потому что все те люди, которые высирались под этим постом в комментариях, толком никому не могли ответить, в чем действительно проблема. Но, по-моему, это какой-то полный бред, и отменять бренд за то, что они использовали эмодзи с крысой, при этом не факт, что это было умышленно, ну, короче, такое себе. Мы переходим ко второму макияжу. Кстати, вампирские глаза без смс-регистрации. Да, так мои глаза всегда выглядят после того, как я смываю макияж. Короче, я начинаю затемнять темно-коричневым оттенком Белла уголок глаза. Затемняю полностью складку века. И теперь растушую все светлым бежевым оттенком. Ну вот, к моим бешеным красным глазам еще и прибавились огромные коричневые мешки. Кстати, в плане тушевки коричневые оттенки просто пушка-бомба, все очень быстро и просто растушевалось, и сами по себе цвета безумно красивые. Мне очень нравится холодный коричневый, потому что вот эти рыжие все уже немного достали. А здесь оттенки прям хороши, что надо. Теперь я хочу добавить золотые блестяшки, не знаю, какие выбрать, потому что выбор просто огромен. Но самое главное, чтобы они нормально выглядели в нанесении, а не было такой херни, как с фиолетовым. Давайте попробуем вот этот холодный оттенок сначала. Вот достаточно приятный коричневый сатиновый оттенок. В принципе, наносится нормально. И вроде даже не сыпется, работать с ним можно просто легко. Следующую по очереди хочу попробовать вот эту. Оттенок называется From Night.
А вот здесь у нас как раз таки хлопья. К сожалению, они немного сыпятся и начинают жевать века. Но зато какой красивый блеск оно дает. Давайте вот этот золотой оттенок Ice Cold нанесу на нижнее веко. Вау, вот он вообще потрясающий. Наконец-то нашлась сияшка, которая прекрасно ложится. И, наверное, я все же добавлю вот этот оттенок Moonlight, последний из палетки. Так что мы сегодня с вами официально затестим все. Я его добавлю вот сюда, потому что вот этот оттенок, который я добавила изначально, сатиновый, он слишком холодный. И мне кажется, что он не до конца подходит к моему сегодняшнему макияжу. Я хочу снова добавить парочку зеленых акцентов и возьму темные и светлые оттенки и нанесу их вот сюда. Ну и на нижнее веко в серединку тоже хочется добавить, чтобы объединить весь макияж. Ну что, с тенями я закончила, немного, правда, снова осыпались блестки, но это не так критично, и в этом макияже все было достаточно просто, то есть я его буквально сделала минут за 20. Теперь на скулы и под бровь я хочу нанести хайлайтер, только уже белый. Сюда бы, конечно, подошло что-нибудь золотое, но я в каждом обзоре бомблю от золотых хайлайтеров, потому что они уже надоели. Реально очень крутой вариант белого светлого хайлайтера, пусть под этот мейк он не особо подходит, по-моему, он потрясающий. В нанесении просто сказка. Вот я какой. В общем, я так и знала, что в коллекции с сумерками самое крутое это будут хайлайтеры. Кстати, у нас есть еще один хайлайтер, но я оставлю его на самый конец. Пушечка, пушечка, у меня нет других слов. Кстати, если вы хотите влиять на выпуски новых роликов, то подписывайтесь на мой телеграм-канал, потому что там мы обсуждали эту косметику еще с января. А еще огромное спасибо всем тем, кто донатит на Бусти на развитие канала. А также вы всегда можете поддержать материально новые обзоры косметики. Сатиновой красной подводкой я буду делать самую обычную стрелку. Как будто бы он даже немного дуохромит, но чтобы разглядеть хоть какой-то эффект, надо его снова нанести в миллион слоев. Несмотря на то, что приходится накладывать по несколько слоев подводки, очень хочу ее похвалить, потому что стрелки получаются очень быстро и просто, без каких-либо косяков. И наконечник у этой подводки очень удобный, хотя я больше люблю кисточки. И теперь хочу добавить всякие акценты зеленым лайнером. Я не знаю, что это, я художник, я так вижу. На губы я нанесу красное масло в оттенке Белла. Я не думаю, что под это масло вообще стоит добавлять какой-то карандаш. Мне кажется, оно и так будет смотреться нормально. И получился такой милый нежный эффект. Не, ну конечно, масла для губ мне прям определенно зашли сегодня, я не ожидала. Очень красиво выглядит, очень сильно блестит. За масла определенно лайк, и я думаю, что такие губы подходят к этому макияжу, который и так самодостаточный, где очень много блесток, графики, еще каких-то разных всяких элементов. Ну и напоследок, мы с вами просто обязаны сделать кожу, как у Эдварда Каллена. Это кожа убийцы, Белла. И для этого у нас есть вот такой большой хайлайтер для тела. Я думаю, что надо его для начала хорошенько потрясти. Это хайлайтер для тела с блестками на масляной основе. Вы только посмотрите, как круто это выглядит. Это просто офигеть. В нем огромное количество блесток, все невероятно разными цветами переливается. Сорока довольна. Но для меня это просто самая бесполезная покупка, потому что я не использую хайлайтер на теле. Я постоянно мерзну, и 99% времени я хожу полностью в закрытой одежде. Поэтому мне этот хайлайтер разве что просто красиво на полочку поставить. Ну потому что, а какой смысл носить его под свитер? Офигеть, он просто безумно вкусно пахнет. Боже, это такая красота, это такой фантастический запах. Короче, это одновременно и хайлайтер, и духи. Хайлайтер на масляной основе, и масло хорошо впитывается в кожу, и вместе с маслом очень хорошо распределяет блестки, то есть нету никаких сгустков. Ну и я просто обязана его попробовать, поэтому самое время раздеться. ColourPop – косметика, которая заставляет раздеваться. Ну пипец, у меня вся кофта уже усрата этим маслом. Блин, я очень надеюсь, что оно отстирывается от одежды, и эта опция как-то продумана. Офигеть, это так круто. У меня, конечно, все руки полностью в этой штуке, но тем не менее результат просто пушка. Офигеть.
Но меня очень сильно напрягает момент, что я полностью в масле. Меня сейчас просто на противень клади и в духовку убирай. Нормально. Ну и про этот хайлайтер я не знаю, что сказать. Кожу убийцы сделал? Сделал. Чувствую себя жареной курицей? Чувствую. Конечно, на все 100. А у меня уже все волосы мокрые от этого масла. Просто они прилипают к телу. Это ужасно. Те, кто любит подобные хайлайтеры, пожалуйста, разъясните мне, куда вы с ними ходите. Потому что кроме как на пляж, с такой темой я не знаю, куда пойти. Вампирочка, приходит по ночам. Ну что, пишите в комментариях, как вам эта коллекция и нравится ли вам эстетика Twilight. И хотели бы вы что-то из этого всего приобрести. Мне очень понравилось оформление, безумно понравился дизайн, это выглядит невероятно эстетично. И я уверена, что многими продуктами я продолжу пользоваться в дальнейшем. Определенно, максимально мне зашли вот эти два потрясающих хайлайтера. На удивление, я тоже прониклась маслами для губ. К сожалению, подводки меня немного разочаровали. Палетка тоже могла бы быть немного лучше, хотя по наполнению и оттенкам все просто класс. Качество косметики неплохое, пигментация на высшем уровне. Но, к сожалению, вся коллекция косметики «Сумерки» состоит из масла и блесток. А на моем канале все еще много полезных видео о макияже, стиле и обзорах косметики.